Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Лев. Расклад начиная с 27 июля по 2 августа. Я уже перетасовала колоду, и сейчас мы посмотрим, какие карты вам, соответственно, выпадут в нашем раскладе. Перед тем, как начать, напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, также оставить лайк или сообщение под этим видео. Буду знать, что расклад вам понравился. Итак, приступим. Львы. Начинаем мы с понедельника. В понедельник выпадает императрица, вторник карта повешенный, среда рыцарь жезлов, четверг королева мечей, карта отшельника в пятницу, солнце в субботу и воскресенье король мечей. Я сегодня использую всего одну колоду, но надеюсь, вам тоже такой вариант подойдет. Первая карта, которая у вас есть, карта императрицы, карта материнства, карта, по сути, да, плодородия и возможности давать жизнь, возможности давать всему рост, возможности здесь процветать как женщина, да, если смотрят женщины. Возможно, здесь как-то проявлять свою женственность, больше заниматься домом, семьей, больше отдавать любви, внимания и заботы своим близким. Также действительно по карте императрица могут решаться какие-то вопросы, связанные с женщиной, то есть с вашей мамой, с вашей женой, или если вы мама, может быть, с вашими детьми, соответственно, по императрице. Но карта в целом достаточно хорошая. Дальше идет карта повешенной, какая-то тупиковая ситуация, возможно, ситуация, в которой вам нужно будет вынести определенный урок, сделать свои выводы. Также, возможно, в той ситуации, в которой вы окажетесь, вы сможете посмотреть на вещи по-другому, другими глазами, как будто бы в другой перспективе. Возможно, что-то будет немножечко как будто тормозиться, и вот то, что вы планировали сделать, не получится сделать так легко, как, возможно, ожидалось. В среду есть карта рыцаря жезлов. Здесь она представлена в виде девушки, да, а не мужчины, типично, как это в других колодах есть. Но рыцарь жезлов здесь такой почему-то неспешный, неторопливый, хотя в большинстве колод, опять-таки, он очень активный, энергичный. Здесь она проявляет такую вот неторопливость, скажем, которая больше характерна для рыцаря пентаклей. Но, возможно, здесь вы действительно сможете обуздать свою вот эту вот рискованность или способность впадать в какие-то крайности. Возможно, вы здесь будете более обдуманные решения принимать и думать, что, собственно, вам делать, какие шаги предпринимать дальнейшие для продвижения вперед, и не будете, сломя голову, мчаться, да, и рисковать без необходимой на то меры. В принципе, карта вашей стихии, вашего знака зодиака, да, может говорить про общение с другим знаком зодиака, огненным. Это Лев, Овен или Стрелец. Возможно, даже какие-то встречи с таким человеком, которые для вас будут здесь важны. На четверг выпала карта королева мечей. Да, она может показывать общение с воздушным знаком зодиака. Это весы, близнецы или водолеи. У вас в целом воздушных здесь и король, и королева выпали и в четверг, и в воскресенье. То в принципе по королеве мечей, если не останавливаться на знаках зодиака, можно говорить о том, что сама королева мечей, сама по себе, она очень ответственная, и она очень такая продуманная, контролирующая все, что вокруг нее происходит. Она проницательная, внимательная к деталям. Поэтому здесь, скорее всего, от вас не скроются какие-то детали, которые окружающие, возможно, думали скрыть. Здесь очень много, не зря здесь ирисы изображены, очень много стойкости, очень много силы духа и характера, которые вы можете показывать, проявлять по этой карте, даже не являясь, соответственно, этим знаком зодиака воздушным. Но вы здесь проявляете качество этой королевы мечей, то есть какой-то карьеризм, амбиции, также желание достигать определенных высот, и вы для этого выстраиваете определенную стратегию, да, то есть вы четко знаете, чего вы хотите, вы окружающим об этом четко заявляете и говорите им свою правду. Карта отшельника при этом на пятницу здесь выпала как показатель того, что вам, возможно, захочется побыть больше в уединении, возможно, захочется отдохнуть от суеты этой недели, и по карте отшельник здесь просто будет, возможно, даже какая-то ситуация, где нужно будет принять мудрое решение, где нужно будет основывать свою позицию, свой выбор, основывать на том опыте, который у вас есть, то есть подключать какую-то мудрость, знания, которые вы накопили в течение жизни. По
отшельнику, простите, смотрю на этого короля мечей, по отшельнику, может быть, общение с кем-то из старших родственников, да, это кто-то старше вас, кто может дать хороший совет, как вариант по отшельнику. Ну и в целом это, знаете, такой духовный рост и период становления, развития, роста, который вы проходите, опять-таки, возможно, в уединении или в том, что вы в чем-то себе отказываете, но делаете это осознанно, потому что так вам будет лучше. Все равно духовно как будто бы растете, лишая себя чего-то, такую аскезу принимая. И при этом, да, это осознанный ваш выбор. Карта Солнца в субботу, потрясающая карта, одна из самых хороших карт вообще в Таро. Она проясняет вообще любой расклад и делает его более позитивным, таким солнечным, ярким. И по карте Солнца, да, она говорит о том, что этот день будет очень позитивным, счастливым, радостным для вас, наполненным процветанием, какими-то хорошими, успешными событиями. Поэтому в целом очень хороший день, этот выходной день субботы. И на воскресенье карта короля мечей, которая, да, похожа на королеву мечей, только здесь она выступает в мужской ипостаси, хотя на самом деле в раскладах общих это не имеет значения абсолютно никакого, да и даже не в общих раскладах. То есть указание на пол довольно относительно. Король мечей в целом часто говорит про воздушный знак, да, может быть, общение с воздушным знаком важно, но вот здесь вот какие-то письма он читает, может быть, вы узнаете какую-то информацию, которая к вам поступает, потому что это что-то, что вам следует обдумать, что-то, что вы осмысливаете. И да, возможно, по королю мечей вы должны подойти ответственно к тому, что вы здесь делаете, или к тому, что вы узнаете. Возможно, вам хочется контролировать ситуацию, поэтому вы о чем-то очень много думаете и хотите проявлять много властности в каких-то вопросах, возможно, чем-то хотите руководить, управлять, поэтому пытаетесь быть в курсе, да, не терять цепочки этой событий. То есть можете проявлять качество этого короля мечей, даже не будучи воздушным знаком, соответственно, а будучи огненным знаком. Итак, львы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.